Друзья, привет всем, кто учит русский язык по коротким рассказам на канале Русториас. Сегодня у нас трогательная история. Итак, поехали. Несколько лет назад, во время рыбалки, житель Ленинградской области спас крошечного детеныша нерпы. Малыш подполз к мужчине, когда тот рыбачил на Ладожском озере, и неравнодушный человек отвез его в Центр реабилитации морских животных в Санкт-Петербурге. Маленький нерпенок, названный Крошиком, весил всего 4 килограмма. Сотрудники центра всеми силами пытались его выходить, и у них получилось. Спасенный детеныш превратился в красивого тюленя. Но на этом история Крошика не заканчивается. Когда Крошик только приехал в центр спасения, он был немногим больше домашней кошки и сразу повел себя нетипично для тюленя. Лез на руки к людям, требовал внимания и ласки. Со временем малыш подрос, и работники центра решили, что настала пора вернуть его в дикую природу. Однако выпущенный на волю Крошик думал иначе. Он поплескался в воде, а затем вернулся обратно к людям и наотрез отказался уплывать куда-либо. Тогда было решено оставить его в центре еще на год. Чтобы Крошик отвык от людей, работники договорились между собой перестать чесать ему живот и больше не играть с ним. Такая политика принесла плоды, и Крошик за год не только подрос, но стал вполне самостоятельным молодым тюленем. Весной зоологи предприняли еще одну попытку выпустить Крошика в Ладожское озеро. Целых 2 часа он плавал возле берега и несколько раз пытался выйти на сушу к людям, но в конце концов уплыл и не вернулся. После того, как Крошик скрылся из виду, сотрудники центра решили, что теперь возвращение тюленя на волю прошло успешно. Они сильно ошибались. Все 4 недели, проведенных им в Ладожском озере, тюлень продолжал искать встреч с людьми и хулиганил. Он крал рыбу с лодок и однажды даже укусил человека, который никак не хотел чесать наглому тюленю живот. Специалисты центра решили, что психологическое состояние Крошика не позволит ему окончательно адаптироваться в дикой природе. Он оказался слишком привязан к людям. Но не все люди дружелюбно настроены по отношению к животным. После этого было решено оставить Крошика в центре рядом с теми, кто сможет о нем позаботиться. Здесь у него есть бассейн, условия в котором максимально приближены к природным. Еда и добрые люди. Тюлень ведет себя как ласковый кот. После еды просится на руки, чтобы его погладили и почесали. Сотрудники центра разработали для молодого тюленя программу воспитания,
чтобы тот не обленился и не потерял навыки охоты. Крошек учится хлопать в ласты и догонять привязанные к веревке предметы. Дружелюбный тюлень стал всеобщим любимцем. Центру уже не раз предлагали отдать Крошика в зоопарк или цирк, но сотрудники не хотят расставаться со своим питомцем и готовы сами заботиться о нем. Друзья, вот такой замечательный рассказ сегодня. А у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Огромной вам удачи и пока!